заявление президента Украины господина Зеленского о том, что Украина готова начать ядерную программу, если, ну и тут вот несколько разных вариаций, значит, не войдет в НАТО и так далее и тому подобное. Но не суть важно, он заговорил о ядерном оружии, о том, что Украина может защитить себя в ближайшее время при помощи ядерного оружия. Такой контекст в этом, и очень много, конечно, разговоров на эту тему. И что интересно, что некоторые представители украинской оппозиции, я имею в виду оппозиционеров именно Зеленского, они негативно отнеслись к вот подобному высказыванию. Что вы можете на эту тему сказать? Насколько это вообще реально? Это как бы первый вопрос. Второе. Очень интересна, конечно же, реакция России на эти слова. Вы помните, что мы недавно говорили в нашей программе, что это не первое подобное заявление. До войны Зеленский говорил об этом. Вот что может быть дальше? То есть это некий блеф, это попытка подтолкнуть Запад к чему-то, либо это реально то, что может случиться, если уже не случилось. Да, это очень интересный вопрос, неоднозначный, я бы сказал, абсолютно неоднозначный, но который опять нас приведет к началу того, что надо будет говорить о Будапештском меморандуме. То есть нынешний статус Украины в этом отношении – это безъядерная страна. Да? То есть страна, не имеющая ядерного и отказавшаяся от него. Но Украина отказалась от ядерного оружия, причем, давайте нам еще опять вспомним, мы говорим о 1300 с лишним боеголовок. Да? Боеголовок, да. Да, что сегодня и даже тогда это был третий в мире арсенал ядерного оружия. И Украина от него отказалась в обмен на территориальную целостность и безопасность своих границ. Этот меморандум был нарушен еще в 2014 году, мы говорим, это произошло больше 10 лет назад уже. Вот, то есть Украина отказалась от самого мощного вооружения, которое на сегодняшний день существует в мире, ну, о котором мы знаем, во всяком случае. И за счет этого она не получила ничего взамен. То есть она получила наоборот. Она получила большую континентальную войну с фронтом протяженностью около 1200 километров, с огромными жертвами, разрушенными городами и неизвестным будущим. Давайте так говорить. Любая политика, я люблю это повторять, кругу друзей, во всяком случае, но любая политика, это она персональная, она личностная, она исходит от человека. Вот поэтому я проецирую эти слова сейчас на президента Зеленского. Да, если бы любой из нас был президентом страны, которая отказалась от ядерного оружия, которую, будем так говорить, грубым образом обманули и продолжают это, и это все продолжается, причем в очень жестких и кровавых формах. Что бы я бы сделал, будучи президентом? Я, наверное, тоже об этом подумал. Почему? Потому что сейчас наступает момент, вернее, он наступил какое-то время назад, но сейчас он как-то уже оформился в процесс. Из момента он перешел в процесс, который никому не понятен. Никто не знает, что будет завтра. Знаете, вот такое как бы... Это не туман войны, это больше... Это вот это то, что uncertainty. Да? То есть непонятная ситуация, чего ожидать дальше в будущем. То есть будет Запад поставлять вооружение Украины, Запад вооружение поставлять в достаточном объеме. Что ожидать Украине с точки зрения как бы переговорного процесса, который ее могут подтолкнуть в будущем. Уже появились какие-то абсолютно непонятные разговоры о том, что надо территорию обменивать на какую-то форму договоренности и так далее и тому подобное. И вот в этой ситуации заявление, вот если взять вот этот контекст, который мы сейчас вот очень коротко я описал,
Мне кажется, что заявление Зеленского никого не должно удивлять. Теперь, есть ли у Украины возможность на это? Абсолютно. У Украины есть возможность не только производить ядерное оружие, я могу сказать, что для нынешнего мира Украина может произвести, у Украины есть закрыт, то есть замкнутый цикл производства для ядерного оружия. Она может произвести обогащенный уран сама. Она может произвести, значит, установку, вот эту самую боеголовку, причем не однозарядную, она может произвести ее как бы, где одна боеголовка может поражать несколько целей одновременно. И самое главное, она является производителем систем доставки, то есть ракет, причем межконтинентальных. Это очень важно. И я просто напомню слушать, То есть это в реальности придает гораздо более веса вот заявлению Зеленского. Это надо серьезно как-то рассматривать и воспринимать. Естественно. То есть я просто хочу напомнить, для тех, кто не знает, единственное место, где производились межконтинентальные баллистические ракеты в Советском Союзе, это Днепропетровский завод «Южмаш». Все советские баллистические ракеты межконтинентальные были произведены на этом заводе, о чем мы говорим. А я больше того вам скажу, что до 2014 года, до аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, все российские межконтинентальные ракеты класса так называемого «Сатана», которые были произведены в Днепропетровске, они обслуживались Южмашем. Да. После 2014 года этот процесс прекратился. Я не знаю, потому что там, насколько я знаю, период обслуживания он каждые 10 лет. И поэтому как бы, Россия сейчас старается создать новую систему межконтинентальных ракет, которая у нее трудно получается, но это реально это точная копия, насколько специалисты об этом судят, это точная копия ракет «Сатана», которые были произведены в Днепропетровске. То есть наличие вот этих всех компонентов для производства ядерного оружия придает заявлению Зеленского очень серьезный характер. Почему? Потому что, знаете, это как бы, может быть, это и голос такой, знаете, ребята, моя страна страдает, 2,5 года, никакого конца и края этого нету. Вы мне не даете возможность как бы использовать дальнобойные системы артиллерийские и так далее, чтобы разрушать российскую военную инфраструктуру на территории России. А мне не хватает вооружения тогда, когда оно мне нужно. И эти поставки идут с большим опозданием, вернее. Но если так, то почему я должен чего-то ждать? Тут еще один очень интересный момент, я не знаю, согласишься ты, Георгиевна. Вот всем этим тормозам, так сказать, и запозданием подоплека такая, что мы это делаем потому, чтобы не было атомного, так сказать, развития. То есть может быть эскалация. А вот если вот это есть, получите тогда, вот так и будет. Вы понимаете, в чем дело? Я вам скажу так. Это, да, подоплека такая, но, слушайте, гонка вооружений в атомной сфере, так, подковерная, она уже давно идет во многих странах. И это я не говорю только о тех, которые пишутся и так далее. Как бы это Северная Корея, Пакистан, Индия, там Израиль, как Голда Меир говорила, что у нас нет атомного оружия, но если нам понадобится, мы его используем. Да, примерно то же самое сказал господин Зеленский, если честно. Зеленский, да. Потому что после этих у меня, например, возникло ощущение, как Батон Аготы уже сказал, а вдруг оно уже у них есть. И не в одном экземпляре. Потому что если страны такие, как Иран, могут там произвести 1-2 боеголовки, и на это время и так далее, Украине столько времени для какого-то количества
глубоко не нужно. Вы представляете, если хотя бы что-то такое уже существует, да? И самое главное, о чем мы сейчас пока не сказали, но я сейчас скажу, и чего нет у многих других стран. У Украины есть военные, которые умеют обращаться с этим оружием. Да. Потому что создать кластер или, скажем так, создать группу людей, которые умеют управлять и хранить это оружие, и обращаться с ним, это абсолютно, это сравни с изобретением этого оружия, понимаете? То есть это очень серьезно, это очень серьезно. Поэтому, как бы, ну, есть данные, что идут разговоры о таких же программах уже в скандинавских странах, например. И так далее. Потому что, вы понимаете, такая агрессия такого масштаба, которую устроила Россия в Украине, она не может просто так пройти. Мы маленькая страна, и поэтому, как бы, может быть, наше стратегическое мышление, оно немножко ограничено вот с нашей страной, нашим регионом и так далее. Большие игроки, глобальные игроки, тем более игроки, которые, как бы, имеют передовые технологии, находятся не так далеко от России и имеют не только технологии, а имеют и деньги, на которые эти технологии можно развивать. Понимаете, смотря на то, что происходит в Украине, ну, грех было бы не подумать о этих вещах. Я вам больше того скажу, почему мы смотрим только на Запад. Посмотрите на Восток, Китай. Китай за первый раз за многие годы он начал наращивать свой ядерный потенциал. Они начали выпускать больше ядерного оружия. То есть они начали его производить. Не заменять какие-то устаревшие системы, а начали производить новые и в большем количестве. Этот эффект уже давным-давно начался. И более того, вам скажу, что сама Россия начала этот процесс. И еще больше, была же информация, она была довольно-таки официальная, что в Америке рассматривается тот же самый вопрос, что надо наращивать количество боеголовок в стране. О том же шла речь и во Франции, и в Британии. Поэтому этот процесс, он потихонечку, негласно, конечно, это все находится за 7 печатями, мы можем только об этом сейчас с вами в эфире спекулировать, но на самом деле этот процесс идет. И я совсем не удивлен тому, что сказал господин Зеленский. И этому есть объяснение, как я уже это сказал. Этому есть техническое обоснование, этому есть обоснование в том, что Украина должна защитить себя. И если ей в этом не помогут, она должна это сделать таким образом, чтобы вот эта защита, то есть нападение на Украину обошлась очень дорого любому агрессору. Можно еще один момент давайте затронем, поскольку мы говорим об этой теме, и, повторюсь, она очень важна во всех аспектах. Смотрите, Зеленский делает это заявление после возвращения из Соединенных Штатов. Мы понимаем, что даже при замкнутом цикле, о котором вы говорили, все равно необходимы системы наведения, это орбитальная спутниковая группировка, и, скорее всего, так же, как сегодня Запад работает во многих моментах, включая разведку, то есть здесь без Запада, без технической помощи не обойдется. Что еще раз таким намеком все-таки говорит о том, что, наверное, Зеленский этот вопрос обсуждал и в Соединенных Штатах. То есть вполне возможно, что этот вопрос поднимался. Как вы думаете, возможно такая? Я же сказал, что у Украины есть полный цикл, и Украина производит систему наведения. И это происходит очень давно. И, кстати, украинские системы наведения, там не обязательно есть системы наведения, которым не нужны спутниковые сигналы и спутники как таковые. Там нужна хорошая топографическая карта, по которой делается задание и все. И без ведома фактически Запада при желании могут нанести удар. Вы понимаете, в чем дело?
одно дело иметь ядерное оружие, но второе дело нанести его. То есть ядерное оружие, это я его на данный момент, на данном этапе, как бы тяжело Украине не было, но я хочу это прямо сказать, я его рассматриваю как огромный и очень действенный фактор сдерживания, но не как военный фактор для того, но не как военный фактор для того, чтобы им воевать. То есть, знаете, как у Станиславского, если ружье висит на стене в первом акте, то во втором акте оно обязательно выстрелит. То есть люди во время антракта должны бежать, чтобы не слышать этот выстрел. Поэтому я думаю, что вот этот фактор сдерживания, который сдерживал Соединенные Штаты Америки и Советский Союз в свое время и был эффективен, он сработает в данном случае, если Украина пойдет по этому пути. Еще большой вопрос, есть ли. Вот. Поэтому я даже не хочу думать о... Да? Да, насчет консультации в Америке, вот кто-то задвинул этот вопрос. Там проскользнула такая вещь, как будто, как это назвать, или шантаж, или торг, что он обсуждал это с Дональдом Трампом, и тот как бы вот это все воспринял. И это камешек в огород Байдена и политической партии, то есть, если вы не согласны, то я могу и договориться вот на этот счет. Как ты думаешь, это какая реальность вот этого? Ну, я думаю, что была такая информация, что он этот вопрос обсуждал с Дональдом Трампом, и в нем он это как бы высказал. И ничего, будем так говорить, ничего отрицательного, никакой отрицательной реакции на это не было. Да, отрицательной реакции у него на это не было. Я не думаю, что это камень в чей-либо огород. Я думаю, что господин Зеленский, президент Зеленский, поехал в Соединенные Штаты, он просто-напросто всех нужных людей в этой стране проинформировал по этому поводу. Это не было как бы, я не думаю, что он там спрашивал какого-то совета, разрешения тем более и так далее. Он просто проинформировал, что, ребята, я сейчас, конечно, упрощаю это все, это да, конечно, не происходит так очень, ребята, если дела так обстоят, то вот, вы знаете, вот у меня вот такой сюрприз у меня остается в рукаве, и просто другого пути у меня Давайте нет. сделайте так, чтобы мне это не понадобилось, так сказать. Да, или знаете что, или это у меня будет как фактор сдерживания, чтобы не произошло что-то худшее. Вот то есть, опять же, я смотрю на фактор сдерживания, я даже не хочу думать, что это будет, если будет сделано для того, чтобы это использовать. В этой связи какой может быть реакция России? Пока она слышна только на уровне, каких-то там блогеров, каких-то пропагандистов и так далее. Что может противопоставить Кремль? Почему я об этом говорю? Понятно, что угроза – это в первую очередь в сторону, конечно, руководства Российской Федерации и их планов, да. Второе, Россия своей дубиной ядерной давно уже машет. Мы можем сказать, что это даже не в эту войну в Украине началось, она давно весь мир этим пугает, но за последние почти 3 года уже этот страх начинает проходить. Что может противопоставить Россия этому заявлению, если мы будем предполагать, что все-таки оно сделано не впустую, то есть некий фундамент есть. Что может сделать Путин? Почему он молчит по этому вопросу? Я думаю, что вообще, что может сделать Путин, еще как бы им надо будет подумать над стратегией национальной безопасности. Я не говорю только о документе, я говорю о серьезных каких-то вещах, которые надо как бы внедрить войска, в определенные войска и так далее, Генштаб.
Потому что появляется сбоку очень серьезная сила, если она будет обладать ядерным оружием, воюющая страна, тем более воюющая с твоей страной, то есть страна, в которую ты вторгся, которая обозрена, которая владеет ядерным оружием, это уже не просто так. Да? И я думаю, что эти размышления, в которых сейчас находится российское руководство, они, наверное, больше всего сейчас будут ждать подтверждения, на каком этапе это находится, насколько это все реально и так далее и тому подобное. То есть это уже будет разговор, наверное, с разведобществом, сообществом российским, и потом пойдут, наверное, оценки какие-то. Ну, то есть, Но это, я хочу что сказать, что это очень плохая новость для России. Это да. однозначно. То есть Это его очень плохая новость для молчание России. говорит о серьезности восприятия данного заявления. Вот, то есть он не отвечает Ну, сразу, он готовит некую я информацию. не знаю, потому что президент Путин, были несколько таких каких-то ключевых моментов, которые мы помним, да, последние несколько лет, когда все ожидали, что Путин выступит и что-то скажет, и он молчал. То есть я не знаю, насколько как бы, потому что это молчание какое-то, его можно интерпретировать разно, то есть это раздумие перед тем, как что-то сказать, это шок, ну что это, мы не можем этого прочитать, понимаете? И поэтому как бы я об этом молчании ничего особого, мнения такого бы не высказывал на данный, во всяком случае. Но то, что это плохая новость для России, это однозначно. То, что Украина может это сделать, это тоже однозначно. Насколько она на это пойдет, это большой вопрос. И насколько как бы эти вопросы будут урегулированы или инкорпорированы в отношения с Западом в контексте войны в Украине. Это тоже большое. То есть там много вопросов возникает сразу. Ну, И ответы на эти вопросы... Я больше того вам скажу, я не сомневаюсь в том, что после такого заявления, может быть, россияне, китайцы, американцы, европейцы все вместе начнут какие-то консультации. Потому вот что я это хотел, заявление, опять же, если оно реализовано, оно меняет очень много на поле боя, в международной политике и в да. международной безопасности. Вот я как раз хотел об этом сказать. Мы говорили о Европе, говорили о Соединенных Штатах, Украина, понятно, и Россия. Но есть еще два игрока, это Индия и Китай, которые имеют влияние на Россию. Мне кажется, что подобные слова Зеленского, его заявления, и опять же повторюсь, если за этим что-то стоит, а вполне возможно, что действительно все именно так, и я думаю, что и Китай, и Индия могут оказать определенное давление на Путина, потому что это уже переходит несколько в иную плоскость. И, возможно, это его заставит, точнее, они окажут давление по принуждению уже его к миру и завершению конфликта. Возможен такой вариант? Я бы не был столь оптимистичным в этом отношении, потому что, да, лидеры Китая и Индии имеют какое-то влияние на российское руководство, но не настолько, чтобы заставить выкрутить ему руки и заставить что-то сделать. Я думаю, что, то есть там есть какие-то лимиты, то есть это касается, может быть, нефти, там, торговли и так далее и тому подобное, но то, что касается ведения боевых действий, я в этом что-то очень сильно сомневаюсь, если честно. И поэтому я бы как бы ограничился тем, что да, они могут что-то сказать, какую-то коммуникацию иметь с руководством России, но влиять на окончательное решение по тому или иному вопросу, касающихся военной безопасности и ведения военных действий России в Украине, я в этом сомневаюсь.